Mesdames et messieurs, bonjour! Куда из Парижа можно уехать на один день? В Руане мы уже были, в Дижоне мы были. Кто не видел видео, смотрите по ссылке. А сегодня мы едем к морю на один из самых модных курортов Нормандии и департамента Кальвадос. Это город Девиль. Ну, по дороге к морю я прохожу модные торговые центры. Здесь, смотрите, каруселька, типичная для Франции. Здесь находится знаменитый ипподром скачки, поэтому не случайно даже на площади эмблема чайки. Вот это вот здание перед нами, это казино. И сейчас мы выйдем к пляжу. Замечательные виллы, построенные в 19 веке в нормандском стиле. А это и есть казино. Сейчас я вам покажу фасад. Здесь такие ароматы лаванды. Международный центр Девиль. Вот они, кусты лаванды. Такие ароматы, кажется, что ты на юге, а не на западе Франции. А вот там с левой стороны, здесь центр талассотерапии, и здесь большой бассейн. И дальше мы идем на эти знаменитые песчаные пляжи Девиля. 2 километра песчаных пляжей. Ой, красота. Море, 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 море. Я перебываюсь, я иду к морю. Это частный пляж, на пляже приве. Вот там есть бар, и это здесь лежаки, наверное, за это уже надо платить, естественно. Но вот эти километры песчаного пляжа, какие краски утром! Ой, какая красота! Вы только посмотрите, какое море, какие облака, волны. Пахнет водорослями, пахнет морем. Ой, красота, красота! Там далеко белеет парус одинокий. Водичка тепленькая. Вот там далеко на горизонте виден город Гавр. Народ купается, потому что вода действительно теплая. Совсем не холодно. Еще одна. Сколько здесь медуз выброшено на море. Вот одна, вон там еще вторая большая. Ой, какая она огромная. Смотрите. В 1923 году на пляже Девиля были построены кабины для переодевания. Всего их 450, и растянулись они на 762 метра. Именные кабины, и, судя по именам, кого здесь только не было, всех знаменитостей не перечислишь. Ну, если знаменитостей нет, то пляжные кабины сдают в аренду. За один день надо заплатить 22 евро. Раньше на пляжах можно было вымыть ножки, были фонтаны, но из-за жары воду экономят. И теперь душа на пляже нет. Но вот мне сказали, здесь есть фонтанчик такой. Вот он, фонтанчик, видите? И здесь мне можно сполоснуть ноги от песка. Кто бы мог подумать, что маленькая деревня и болото, которые здесь были, станут известным курортом. Герцог де Морни заключил безумное пари – осушить болото и построить на этом месте идеальный курорт. И по инициативе герцога пейзаж изменился до неузнаваемости.
всего лишь 200 километров от Парижа. Здесь было создано царство элегантности. В конце XIX века из песка вырастают первые виллы, ипподром, кстати, герцог – страстный любитель лошадей, и железная дорога тогда же в XIX веке связала Париж и Девиль. Правда, в конце XIX века дорога из Парижа до Девиля занимала 5 часов. А в 1912 году было построено казино и 2 большие гостиницы «Норманди» и «Руаяль». Аристократы, коронованные особы, бизнесмены, знаменитые кутюрье спешат в Девиль. Тогда же, в начале 20-го, в Девиль приезжает и Коко Шанель и открывает здесь один из своих первых магазинов. Это одна из самых знаменитых, самых дорогих, самых шикарных гостиниц в Девиле. Называется «Норманди». А в 20-е годы 20 века был построен второй ипподром и поля для игры в гольф. Это безумное увлечение Девилем продлится до начала Второй мировой войны. Развитие города продолжится в 60-е годы 20 века, благодаря фильму Клода Лелюша и знаменитой мелодии, которая звучит в фильме, Девиль превратился в город романтики. Фильм «Мужчина и женщина» получил золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля. Здесь находится знаменитый рынок Девиля, Le Marché, но работает он только в пятницу, субботу и воскресенье. Так, давайте зайдем вот в этот магазинчик, épicerie, типа гастроном. На самом деле этот магазин, здесь не только кальвадос, но здесь можно и чай купить, здесь можно купить масло, в общем, такой гастрономический небольшой магазин. Вот это оливковое масло. Не знаю, вкусно ли это масло, но бутылка очень красивая. Какой красивый звон. Смотрите, какие интересные машины можно взять на прокат здесь в Девиле. Как гольф-машины. Я так думаю, что они тоже электрические. А здесь находится знаменитый ипподром Девиля. Вот такие красивые здесь виллы. Рядом с этим ипподромом находится самая красивая вилла в Девиле. Одна из достопримечательностей Девиля – знаменитая вилла Страсбургер. Вилла была построена в 1912 году для барона Анри Ротшильда. Построена на месте фермы, которую Ротшильд купил в 1875 году у Густава Флобера. Барон любил скачки, поэтому и построил виллу рядом с ипподромом. Но баронесса была разочарована тем, что вилла находится слишком далеко от моря. Поэтому уже в 1924 году виллу продают американскому миллиардеру Ральфу Страсбургеру. Отсюда и название виллы – вилла Страсбургер. Вилла становится резиденцией американского миллиардера. Семья Страсбургеров приезжала в Девиль на 1 месяц в году, в августе, на сезон скачек. На вилле постоянно работало около 30 слуг, в том числе 6 поваров и 8 садовников, ведь за виллой необходимо ухаживать круглый год на случай, если семья приедет неожиданно. Чего, впрочем, никогда не случалось. Сын Ральфа Страсбургера подарил особняк вместе с мебелью городу Девилю в 1980 году. И в настоящее время виллу можно посетить, но надо заранее заказать экскурсию. А еще виллу сдают в аренду для проведения конференций или свадебных церемоний. Стоимость аренды на сутки с 10 утра и до 4 часов ночи 3600 евро. Можно арендовать виллу и на выходные дни,
С субботы с 10 утра и до воскресенья до 6 часов вечера аренда стоит всего лишь 5150 евро. Каждый дополнительный час аренды стоит 210 евро. Ароматы яблок, ароматы вот этой розы очень пахучей, ароматы моря. Красота. Просто красота. Как здесь здорово в Девиле. А дальше наш путь лежит в Онфлёр. Отсюда это не очень далеко, около 15 километров. И посмотрим еще Онфлёр. А это Марина Девиле, то есть это специально оборудованная гавань для яхты. И отсюда открывается великолепный вид на город Трувиль. Трувиль находится на другом берегу реки, и в отличие от Девиля, Трувиль уже существовал в средние века. Тогда это был небольшой рыболовецкий порт. История Трувиля как морского курорта начинается в первой половине XIX века. Именно тогда во Франции появилась мода на морские купания. Приехала в город Онфлёр. Просто хочу записать для вас колокольный звон. Встречает меня колокольный звон. Это действительно старый город. Онфлёр 18 века, сохранились дома, в отличие от Девиля, который стал модным курортом в конце 19 и начале 20 века. Какая интересная улица старинная. А это, кстати, старинное здание 17 века. Здесь хранили соль раньше, склад для соли. Давайте вернемся на эту старую улочку. Сидр, кальвадос, пуаре, помо. Все это я вам рассказывала, когда мы с вами ездили по дорогам Сидра и Кальвадоса. Кто не смотрел это видео, смотрите по ссылке. Кальвадос – это крепкий алкогольный напиток, который производят в Нормандии путем перегонки яблочного сидра. Судьба Кальвадоса схожа с судьбой арманьяка. Находясь в тени коньяка, эти напитки избежали чрезмерной рекламы и веками, как любимые дети, воспитывались в тиши небольших хозяйств. Выращивание яблок и груш никогда не было для крестьян Нормандии основным видом деятельности. Этим и объясняется уникальный характер Кальвадоса – французского напитка для себя. Кальвадос – король дижестива, идеальный напиток для завершения трапезы. Но если меню состоит из множества блюд, его можно пить и в перерывах между ними. И этот ритуал в Нормандии называется нормандская дыра – le trou normand. И еще один популярный напиток Нормандии – это помо. Напиток получают методом смешивания свежевыжатого яблочного сока с кальвадосом. 2 части яблочного сусла смешивают с 1 частью кальвадоса и выдерживают в дубовых бочках как минимум 14 месяцев. Его крепость 17%, и иногда помо называют дамским кальвадосом, потому что он необыкновенно мягкий и нежный. И этот напиток сочетает в себе все достоинства как сидра, так и кальвадоса. А это яблочный сок. Литр 5,50 стоит. Ну, за моей спиной кто-то сидит. Живой человек, оказалось, нет. Смотрите, какой дом развалюха. Ну, еще держится. И смешная сова. Для цветов ваза. Еще одна узкая-узкая улочка. Ну, она сейчас закрыта. Но вот такие улицы были в Онфлёре. А это улица Тюремная. Rue de la Prison. В этом старинном здании музей Онфлёра, этнографии. Сейчас мы выйдем к порту. Вот он, старый порт, город Онфлёра во всей красе.
Прошел дождь, но только 5 минут. Старинная улица, видите, здесь церковь. Сейчас это музей морского флота. И посмотрите, деревом покрыта старинная церковь 16 века. Ну, сейчас пройдем в другой район этого города, квартал Святой Катерины, потому что там знаменитая церковь Сен-Катрин. Кстати, Honfleur пользуется большей популярностью, здесь намного больше туристов, и припарковаться вообще негде. Все места забиты на парковке. Вот эта церковь, где мы только что были. Пожалуй, это даже интереснее, да? Серое небо, серое море и дома под цвет. Красиво. Здесь совсем другая атмосфера, нежели чем в Девиле. В Девиле там дорогие бутики, в основном модные. А здесь так, попросту, запросто, без церемоний. Магазинчики разнообразные, много художественных галерей. И вот на этой улочке особенно много художественных галерей. Здесь очень интересная работа, кстати. Покупатели имеются. Да, и здесь очень много соблазнов. Конфеты, шоколад, пирожные. Какая картина симпатичная. Вот она, эта старинная церковь Святой Екатерины. Она действующая, естественно. Сейчас мы ее посмотрим. Я вам покажу интерьер. Эти старинные улочки, вообще город очень уютный. Да? В отличие от Амьена, вот здесь чувствуешь себя очень уютно. С лимоном, лавандой, амбре. Какие ароматы. Печки ароматические. Кто не знает 66-ю дорогу в США? Конечно, я там была. Ну что, давайте пройдем по этой улочке. Здесь.
пивная. Вы посмотрите. Солома. Впервые Онфлёр упоминается в XI веке. Это было владение нормандского герцога Ричарда III. Во время Столетней войны город несколько раз переходил из рук в руки, отсюда разоряли английское побережье французские пираты XV века. А в XVII-XVIII веках жители Онфлёра разбогатели на торговле с американскими колониями. Именно из Онфлёра отплыл к берегам Канады в 1608 году Самюэль Шамплен. Он стал первым европейцем, кто вышел к Великим озерам Канады и нанес их на карту, открыл Ниагарский водопад, основал несколько селений, одним из которых был Квебек. После закрытия порта экономическая жизнь Онфлёра остановилась, и город превратился в живописное предместье Гавра, куда приезжали в поисках вдохновения знаменитые художники. Художников можно понять. Вот и мне хочется снимать снова и снова эту чудесную бухту Онфлёра и ее старинные разноцветные дома. Мороженое попробую вот здесь. Le Glace de Morgane. Попробуем. Есть мороженое в этом замечательном городе Онфлёре. Одно это лаванда, и второе это карамель beurre salé. Мороженое очень вкусное. Вкус лаванды неповторимый. А соленая карамель обалденно вкусно, мое любимое. И на этой сладкой ноте я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрите мои видео. И, как всегда, до новых встреч на канале о Франции не только. Пока! Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.